Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. Сегодня у нас обзор модели автомобиля Packard 12. Модель 1936 года. Серия 1408. В масштабе 1:35. От производителя ICM. Вот такая вот информация. Автомобиль позиционируется как правительственный, ну то есть советского руководства, вот здесь пишется, времен Второй мировой войны. Коробочка у нас, давайте размер сразу, да. Итак, длина, так, не понял, а что такое? А тут у нас шишка. Кто бил коробку ногами? На производстве или продавец в магазине? За что вы ее так жестоко шишку набили? Ну, шутки шутками, но вот бугор такой приличный здесь. То есть что-то изнутри выпирает там. Ну, откроем коробку и потом посмотрим. Итак, длина у нас 310 миллиметров. Ширина у нас 234 миллиметра. И высота у нас 48 миллиметров. Хорошо. Такая вот крышечка из картона. Ламинация есть. Неплохой рисунок, ничего не скажешь. С этой стороны у нас краткое описание автомобиля на английском языке. Ну, тут еще какие-то вот штрих-код, там всякие символы. Здесь у нас название, информация, иллюстрация, так сказать, с обложки, скажем так. С этой стороны, ну, что-то наподобие схемы. Не чертеж, но ну, какая-то схема. И с этого торца все то же самое, только в вертикальном положении. Снимаем крышечку. Смотрим. И что получается? А получается, что это у нас, по сути дела, фальш-крышка. Ну, тоже неплохо. Почему? Декоративная такая. Декоративная. Да? Картончик, ну, скажем так, не плотный. А, в общем-то, для этой самой декоративной крышки-то больше и не нужно. Ладно, хорошо. Ну, и здесь уже коробка такая. Из гофрокартона. Вот, можете видеть. Плотная. Кстати, плотная. Да, прочная. Хорошо. Это радует. Здесь у нас язычок вот такой вот. И открываем. Что мы видим? Мы начинаем понимать, почему была шишка. Потому что кузов автомобиля, вот он, из двух половинок состоит, кстати, возвышается над срезом коробки. Вот это вот шишка и была. Ну ничего, что поделаешь. Вот опять же, кстати, украинский производитель, да, украинский производитель. И все рамки в одном кульке. Я знаю, мне кажется, что нужно упаковывать каждую рамку в отдельный кулек. Ладно, ну это не претензия, а такое пожелание, хотелось. Вот так это выглядит. Это раз. Дальше у нас отдельная рамка с, так сказать, руководителями советского государства на тот период. Вот она. Отдельно упакована. Ну и инструкция снизу, ну, то есть на дне. Ну хорошо, пусть будет так. Давайте с этой инструкцией и разберемся. Что нам она, так сказать, принесет. Ну, хотелось бы, конечно, картинку здесь какую-то. Хотя бы с обложки. Ну, неплохо было. Ну, здесь описание. Опять же, русский язык и английский язык. Это вы можете видеть. Дальше поехали. Что у нас? Здесь литники нарисованы, а здесь уже начало сборки. Ну, предлагается собирать с двигателя. Потом рама. Ну, в общем-то, я даже и комментировать это не буду. Так, вот просмотрим ее. Кстати, инструкция скреплена здесь скрепочками. Ну, что уже хорошо, как книжечка. Ага, у нас декаль. Воу. Ну, елки-палки.
Ну вот опять. Вот так декаль можно потерять запросто. Ладно, взрослый человек, допустим, внимательный. А если ребенок, подарили ребенку модель. Он так это посмотрел, декаль вывалилась незаметно. И все, помяли ногами, наступили, и все пропало. Это раз. Во-вторых, без кулечка. Это два. В-третьих, ну что, ну вот это вот ничего, бумажечка предохранительная, так скажем, ничего она не дает. Я возьму на себя смелость и покажу заводу, производителю ICM, как это делается вообще. На предприятии берется вот такая штука, называется степлер, да? Вот сюда раз, и готово. Ну, то есть вы видели. Все спокойно, нормально сделано, и теперь бумажечка у нас никуда, как говорится, не гуляет. Да? И защищает нормально нашу декаль. Еще бы в кулечек, повторюсь, было бы здорово. Ну так, не то что претензия, а пожелание. Хотя претензии, я знаю. Ну, кто как расценит. Так, с декалью потом разберемся. Ага, это у нас вкладка, инструкция по, так сказать, сборке скульптурной части, скажем так. А кто у нас, кстати, здесь? Ага, Сталин, это, Молотов, да, Берия, Хрущев и кто-то еще, не знаю. Ну, в общем, Берия, да, Берия, ну, Пенсне. Ну, не Гиммлер же, да, Берия, да. Вот такая вкладочка есть. По формату немножко больше, тут немножко загибается, ну ничего страшного. Так, это тоже в сторону пока. Продолжение инструкции. Рама, ну в общем вы сами видите. Потом кузов, к кузову прикрепляется все остальное. Вот так это собирается. Это последний лист. Вот результат, да? Вернее предрезультат, вот он. И результат перед вами. Схема дается какая-то. Эта схема, я так понял, что окраски и декали. Ну, понятно, как клеить. Декали тут есть? Есть. Вы что такое говорите? Ну, бывает. Ну, запутался. Ничего страшного. Хорошо. Инструкция, я так понимаю, понятна. Ладно. С инструкцией разобрались. Теперь декали. Ну, как всегда. Скрупулезная, так сказать, оценка. Давайте посмотрим, что у нас декаль. Усовершенствованная, да? Да, хорошо. Ну тоненькая. Тоненькая. Packard 12, это, я так понял, на диске колес, на центральную часть номера. Угу. Это что-то наподобие приборной доски. Вот эти вот штучки, вот они. Да. Ну так, ну ладно. Так, а номера, что за номера? Кстати. Что тут пишется? Гараж особого назначения. Москва. Гараж особого назначения. Москва, 1945 год. Ну, то есть, по сути, производитель говорит нам, что это бронированный Packard. Броневик. Посмотрим, посмотрим. Ладно, хорошо. Давайте же возьмем, раскроем пакет и повнимательнее все исследуем. Пакетик такой у нас есть, вот, да. Ага. А тут, судя по всему, склейка такая, да. То есть разрезать не нужно, правильно? Разрезать не нужно. Ну как, это хорошо. Без ножниц обошлись. Прекрасно. Вы можете видеть, что здесь, ну скажем так, без рамы основание кузова. Сам кузов из двух половинок. Так это выглядит. Двери боковые зацело отлиты. Это, судя по всему, внутренняя перегородка. Да, тут как бы стекло, ну, которое отделяет салон пассажирский от водителя. Капот, части капота, радиатор, вот он, крылья, задние крылья, вот они. Вот они. На вид очень даже прилично. Очень прилично. Сейчас посмотрим вооруженным глазом, что у нас тут. Ну, облоя. Облоя нет, не видно. Облоя не видно. Но это уже радует. Это уже хорошо. Да, чисто. Чисто. Спасибо. Спасибо. Хорошо.
Да, чисто. Хорошо. Это раз. Колеса одни, да. И колеса вторые. Ну, в общей сложности вы можете сами все видеть. Давайте посмотрим. С укрупнением, так сказать. Да. Ну да. Ну, облоя нет нигде. Стекло и последний, так сказать, последняя рамка. Диван, двигатель, ну, выхлопная труба, вы понимаете, сами видите. Ну, в общем, все очень так это красиво, симпатично. Еще раз посмотрим здесь тоже, вернее. Часть рамы, кстати, здесь есть. Рама собирается, да. Ну да, чисто так. Такая фактура как-то какая-то есть, чтобы это не было монотонным, да, таким негладким, да, этой самой части дивана этого. Так, все пока очень неплохо. Все пока очень неплохо. Стеклянная прозрачная часть, да, тоже на склеечке, да, имеется в виду кулечек. А ну-ка, с другой стороны, да. Ага, ну да. Открываем. Аккуратно изымаем. Так, ну вот перед вами все. Посмотрим. Посмотрим вооруженным глазом. Ну, немножко вот здесь сейчас. Вот делитник. Вот он. Тут немножко стекло гуляет, утяжено есть. Да, оно везде так. Вот возле литника есть вот такая, как, ну, утяжено, что ли, ну, гуляет немножко. Ну, ничего, ну, так чистое стекло. Остекление фар, что ли. Да? Оно гладкое. А оно было гладким, да? Так, аккуратно раз. Аккуратно два. И аккуратно три. Ну, к скульптурной части мы особо придираться не будем. Потому что Хрущев, да, ну можно, ну так, можно узнать. А, кстати, неплохая скульптура, между прочим. Вот, ну, ребята, это не Сталин, конечно. Здесь не обижайтесь, но это явно не Сталин. А ну, профиль. Профиль. Это явно не Сталин, да. Но тоже, облоя нет. Очень четко. Складки неплохие такие, да. Неплохо. Неплохо. Портретами можно было постараться. С этим разобрались. Дальше предлагаю по традиции чего-нибудь отделить, имеется в виду от автомобиля, и приложить к какому-нибудь иконографическому материалу. Ну, чтобы сравнить, как оно там сделано. Давайте к этому приступим. За основу возьмем вот такую вот фотографию. Почему фотографию? Потому что в интернете чертежи отсутствуют на этот автомобиль. Искал, не нашел. Ну, просто нет. Да и вообще информации очень мало. Поэтому было принято решение, и коллеги, моделисты поделились ссылками, использовать фотографии. Ну, в данном случае, это фотография автомобиля целиком. Но здесь мы видим, что есть перспективные искажения. Вот они. С этой стороны и с этой стороны. Такая немножко бочкообразность. А вот эти два снимка того же автомобиля были сделаны отдельно. Здесь уже с перспективными искажениями получше. То есть практически их нет. Однако фотограф потерял этот кусок автомобиля. Но ничего страшного. В чем суть? Производитель говорит о том, что серия 1408 имела базу, то есть расстояние между колесами, вот оно,
144 дюйма. Однако на сайте продавца американского, то есть в Америке человек продает реальный автомобиль. Красавец, конечно. Были бы деньги, купил бы. Да. Так там пишется, что серия 1408 имела колесную базу 144,5 дюйма. Ну, кто ошибся, не знаю. Но все-таки было принято решение сделать что-то среднее между 144 дюймами и 144,5 дюймами. Поэтому база здесь колесная. Если перевести эти 144 дюйма в сантиметры, и потом в миллиметры, вернее, и потом поделить на 35, получится 104,86 миллиметра. Здесь и вот здесь. Плюс ко всему тут видно, что колесо немножечко повернуто на зрителя. Соответственно, центр сместился вот в эту сторону. Ну, что поделаешь, так уже и будет. В любом случае, хоть какой-то ориентир, хоть что-то можно приложить и посмотреть, насколько точно это, ну, более-менее посмотреть, насколько точно сделана модель. Собственно, этими будем пользоваться. Диаметр дисков колес составляет 17 дюймов. Когда пересчитали те же 17 дюймов в миллиметры и уменьшили в 35 раз, то расстояние 104,86 миллиметра при расстоянии, диаметр диска таки совпал, и все более-менее стало на свои места. Поэтому возьмем за основу и как-то посмотрим, что как к чему. С чего начнем? Предлагаю начать вот с задних крыльев. Попытаемся приложить. Не, ну тут да. Скажем так, не похоже. Правое крыло. Да, и приложим, вернее, левое крыло отделим и приложим к правому. Да. Значит, по фотографии, скажем так, Расстояние между вот угол крыла, да? Вот второй угол крыла. Получается 25 миллиметров. Вот они. Получается, ага, 22 миллиметра. этот вот радиус, скажем так, и вот это вот, и вот он имеет разницу. Здесь чуть ли не под прямым углом заканчивается крыло, а здесь вот более плавный такой изгиб, и здесь тоже. Передняя часть еще более-менее правильно, вот в этой, а здесь совсем, здесь придется вот так вот срезать. Не, ну ладно, это не проблема по большому счету, но неточность есть. Точно таким же способом проверим арку переднего крыла. Приложим к фотографии арку переднего крыла. Вот таким образом. Угу. Ну, тут, в общем-то, сразу все видно. А именно, вот угол этого самого крыла. Да? Если приложить к этой части, к этому участку и выровнять вот по этой линии, то видно, что смещение есть. Если же вписать радиус арки в, скажем так, диаметр колеса, то видно, что эта самая арка очень мелкая. То есть она прям наваливается на это самое колесо. Если же положить по линии прототипа, вот на фотографии, вот край, то получается, сразу видно, что, опять же, было сказано, что она мелкая по своей глубине. Вот. И самое главное, что мы видим ту же ситуацию, что и с задним крылом. Слишком крутой радиус вот здесь, вот на выходе. То есть придется срезать и делать его более плавным. Ну и здесь вот видно, что тоже
Вот не хватает расстояния, а может быть даже и высоты. Ну, то есть получается, что копийности по факту нет. А вот такие важные моменты формируют у зрителя восприятие этой самой копийности. То есть зритель скажет: не похоже. И все. То есть, говорится, не верю, и все. К сожалению, это не Packard 12, тип 1408. Продолжаем. Начнем с кормы, скажем так, да. Ну, скажем так, сходство вот здесь очень неплохое, между прочим. Вот. В этой части, кормовой части. Вот. Неплохо, очень неплохо. Ладно, тоже приятно. Попробуем двери. Но можно видеть, что изгиб вот этот вот совсем не сходится. Ладно, у нас есть вот это расстояние. Оно составляет по фотографии 16 миллиметров. На модели оно составляет, ничего себе, аж 22 миллиметра. Можно видеть, что дверь внизу гораздо короче, нежели на модели. Что здесь, что здесь. Да. Я знаю. Я знаю. Посмотрим. Ладно, посмотрим при сборке, что там будет получаться. А, нет, не ту я отделил, да. Возьмем левую часть капота, да, и приложим к правой половине. А здесь неплохо. Да. Ну, то есть, совпадение более-менее есть. Давайте в вашу сторону, да. Так, и что мы получаем? По линии идет более-менее неплохо. Да, ну, опять же, это не чертеж, и сказать что-то такое определенно можно будет только после сборки уже непосредственно. Или достать хороший чертеж. Кстати, если у вас есть хорошие чертежи, вы же поделитесь вообще-то, так сказать, не пожадничайте. И вообще информацией какой-то. Может, размеры какие-то где-то есть у вас еще, вы знаете. Да? Ну, напишите в комментариях, будьте любезны. Так, что дальше? Дальше у нас колесо. Ну, это часть колеса, потому что производитель предлагает наборным его сделать. Хорошо. Ну, вот этот вот диаметр мы должны посмотреть. Итак. $22,28. Ну, давайте 23 сделаем, да? 22,3. Диаметр колеса на модели составляет. Да ну, серьезно? 22,3. Точно, как в аптеке. Ну, а ну еще раз. Нет, я не верю. Точно, 22,3. Это ж надо. Ну, значит, давайте так, значит, наши расчеты более-менее правильные, потому что наружный диаметр колеса модели полностью совпадает с наружным диаметром колеса на фотографии. Это не может не радовать. Кстати, необходимо обозначить один момент. А именно, на фотоснимке у нас диск со спицами. Ну или, если правильно можно так выразиться, спицованный. А производитель предлагает нам вариант со сплошным диском. Не знаю, может быть, была разница в диаметрах между спицованным диском и сплошным. Может быть, даже была разница в диаметрах между колесами в таком случае. Этот вопрос нужно исследовать. Ну, а вы-то помогите, да? Если у вас есть информация в комментариях, отпишитесь, пожалуйста. Плюс ко всему, модель
будет собираться в варианте гражданском, то есть который ездил по дорогам Америки. А был ли у американцев в использовании сплошной диск? Вот еще в чем вопрос. Ну, опять же, кто чего знает, пожалуйста, в комментариях отпишитесь. Теперь внутренний диаметр, ну то есть диаметр диска. Давайте его проверим. 13,2. Ага, тут небольшой облой есть. 12,86. Но считаем 12,9. Да, ну тут есть небольшое несовпадение. Ну, то это не проблема. А если диск не совпадает, то диск можно увеличить в диаметре. Так что ничего такого страшного в этом нет. В любом случае, меня очень радует, что колеса совпадают по диаметру внешнему. Это уже хорошо. У нас получается 22,3 ровно. Хорошо, что получается. Непосредственно на модели. Ого. 23,1. Ну, разница есть. Хорошо, давайте приложим. Да, но видно, что больше, конечно. Явно больше. Но опять же, это нужно выяснять. У меня есть идея отправить письмо продавцу, попросить, чтобы он в реальности замерил хотя бы эту часть на своем автомобиле. Если, конечно, это сделает. Если сделает, пришлет, будет замечательно. И, конечно же, нам необходимо посмотреть на остекление повнимательнее. Ну, есть у нас двери, вернее, две, которые отделены. Ну, давайте какое-то стекло перемеряем. Подходит, не подходит, становится, не становится. Хотя нет, подождите, секундочку. Нам же необходимо проверить, а броневик у нас или не броневик. То есть по толщине стекла. В реальности в этом самом броневике стекло было толщиной 65 миллиметров. Если 65 миллиметров разделить на 35, это получится 1,85 миллиметра. Но это я не считаю так быстро в уме, просто я заранее поделил, посчитал и, так сказать, запомнил. 1,85 миллиметра. Я не компьютер, да. Давайте замеряем, ради интереса. Толщина стекла в данном случае составляет, 1 миллиметр. Вот. То есть нам не хватает до реальной брони, скажем так, 85 сотых, даже 86, там, если посчитать повнимательнее. Но это много не хватает. То есть по факту у нас не броневик. Попробуем все-таки вставить это стекло хоть как-то. Или хотя бы притулить. Ага. А что такое? Внимание. Вот вставил вроде, да? Пиндык и выпало. Интересно, интересно. Ну, скорее всего, необходимо найти накладку, то есть имитирующую, так сказать, внутреннюю обшивку двери, да? А сюда, если вставить его. Так, ладно. Так. Ага. Наоборот. Ага. О, вот наше стекло стало на место, да? Ну, прилегает хорошо. Получается, стекло приклеивается к внутренней накладке на дверь, да, а потом дверь накладывается сверху. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю, да. Ну, не накладка, а облицовка правильно называется, да. Хорошо. Ну, вот так это примерно будет выглядеть. Положим сюда, положим. Да. Ну, в общей сложности
как говорится, рассмотрели мы, так сказать, все те детали, которые можно было, скажем так, отделить от литников и приложить к фотографии. Ну, давайте такой небольшой натюрмортик составим. Заключительный, как говорится. Так, чего мы отделили-то у нас? Ну, дверь. Куда мы ее? Вот сюда, сюда. Давайте сюда. Тут у нас стекло с облицовкой. Так, это у нас часть кузова. Вот так это выглядит. Капот один, часть капота, вторая часть капота, колесо. Ого, да вообще столько мы тут деталей порассмотрели. Так, а где же там? А, вот. Ну, это самая такая основная, крупная, да? Нет, куда ее? Вот сюда. Хорошо. Вот так. Ай. Это стекло точно испорчу. Вот точно испорчу. Да. Хорошо. Ну, остекление у нас. Ладно, без кулечка так положу. Аккуратненько. Да. Вот тут пусть бликует немножко. Да? Красота, красота. Ну и непосредственно сами литники. Рамки литников. Да, как правильно-то. Как-то так. Так вот, чтобы красиво было. Да. О, чтобы погуще было. Сейчас положим все. Вот таким образом. Да. Хорошо. Ну, рассмотрели подробно, как вы видели. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, между прочим, вот если бы хотя бы половина подписчиков поставили бы лайк, это было бы примерно 500 лайков. И каждый ваш лайк очень помогает в продвижении канала, потому что 500 лайков это очень неплохо. То есть алгоритм YouTube продвигал бы этот самый мой канал еще лучше, еще активнее. Поэтому, пожалуйста, ну хотя бы лайк поставьте, будьте любезны, окажите услугу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.